В общем, 2 плановых, 3 по скорой, одну пьяную в Дрибадан привезли. Мы ее в родзал ведем, а она орет: покурить, покурить. Веселое дежурство. Ну, не говори. А студенты эти, как их, Литвиновы, на УЗИ не ходили, на учет не становились, родили мальчика без руки. И сразу на отказ. Студенты, блин. Ой. Ладно, хватит о работе. Как там дети? Дома. Ты цветы полил? Цветы полил, завтрак приготовил, детей в школу отправил, шоколадку тебе купил. И в лабораторию ее забыл. Молодец. Голова 2 уха. Спасибо. Кстати, шел на работу, такое видел, Филатов. На шикарном Мерседесе прямо к больнице, как королева, представляешь? Что я после дежурства слабо соображаю. На каком Мерседесе кто привез? Ну, генерал этот, как его, Ракитин, по-моему, с зятем. Точно, сегодня же эту Елецку выписываю. Лёва, а который час? 5-минутка. Филатов. Капец. Танечка, денежки потом занесем. Какой месяц? Кажется, 7-й. Операционная. Скажи, чтоб меня не резали. Что-то. Хорошо, хорошо. Быстрее. Хорошо, солнышко. Вы слышали? А можно так, чтобы ее не резать? Вы кто? Я тетя. Ожидайте здесь. Хорошо. Да, мальчик-отказник, эктомилия. Синдром амниотических перетяжек, я думаю. Да? Позвольте. Да, проходите. Коллеги, прошу вас. Нет, не отказался. Вот, его заявление передо мной лежит. Кто придет? Это женщина из фонда. Хорошо, я поговорю с ней после 5-минутки. Смотри, цветет и пахнет, глаза горят. Да. Хорошо, Катерина Сергеевна, все, мы начинаем 5 минут. Доброе утро, коллеги. Доброе утро. Вопросов много, времени мало, поэтому начнем. Где Земцов? У него пациентка. Заболотин? Рассказывает студентам о наших медицинских буднях. Понятно. Ладно, мы ждать никого не будем, поехали кататься. Вопрос номер 1. Коллектив нашей больницы покидает замечательный врач Валентин Иванович Бондарев. И я думаю, что я выражу общее мнение, Валентин Иванович. Нам всем очень жаль. Что, в свою очередь, хочу сказать, что мне было очень приятно со многими из вас работать. И, пора начать что-то новое. Так сказать, жизнь требует перемен. И... Спасибо, коллеги. Начальство в курсе? Да какое начальство? Посмотрите на ее состояние. Согласен. Начинаем. Гемодинамика стабильна? Да. Начинаем коагуляцию. Девушка, подскажите, кабинет начмеда находится там же, где и раньше? Да, только там сейчас 5-минутка. Вы подождите. Я поняла, подожду. Вы куда? Я же сказала, к начмеду. Так там 5-минутка. Девушка, я лучше знаю, что мне делать. Валентин Иванович очень хороший врач, и Да. я думаю, его преемнику будет трудно взять на себя такое большое отделение. Но, надеюсь, он справится. Серьезно, кто тут приехал? Лев Борисович, не перебивайте меня, пожалуйста. Валентин Иванович, передайте, пожалуйста, все свои дела Думанскому Альберту Санычу. Альберт Саныч, что такое? Вы удивлены?
Или, может, вы хотите дать самоотвод? Давайте, говорите, не стесняйтесь. Да нет, просто неожиданно. Актер погорелого театра. Вита Игоревна, вам есть что сказать? Нет, извините. Так что, Альберт Саныч, вы отказываетесь? А если руководство решило, я готов. Ну, на этом, ребят, я думаю, мы нашу экскурсию и закончим. Максим Викторович, мы еще хотели спросить. Вы знаете, что получите ответы на все вопросы. Когда? Когда закончите интернатуру. Все. Но потом можно будет выбрать место работы. Например, у вас в гинекологии. Можно, можно. Все, я спешу. Прикинь, такое молодое уже за отделением. Был бы у меня такой папа, я бы уже давно начменом была. Поехали дальше. Марина Станиславовна, как продвигаются дела со школой будущих мам? Все идет по плану. В помещении практически закончен ремонт, так что послезавтра можно будет проводить первое занятие. О, ну хоть тут все в порядке. А кто проведет? Доктор Земцов. Тема – профилактика. Я представляю себе эту лекцию. Кстати, где Земцов? Он за это время уже 5 пациенток мог принять. А нянечки сказали, что его пациентка проблемная, и он ее в операционную повез. Ну так что же вы молчите, Вита Игоревна? Ну вот, говорю. Прошу прощения, Елизавета Юрьевна, там просто студенты из меда Вы же приехали. понимаете, что это не освобождает вас от ваших прямых обязанностей. Да. Я просила вас подготовить отчет о проделанной работе в вашем отделении за последний месяц. Он готов? Почти. Я почему-то так и думала. Все, спасибо. Все свободны. Максим Викторович, я вас жду с отчетом. Да. Тома, какими судьбами? Ой, я Настю привезла по скорой. Беременная она. Кровь я рвала. Разве она не в столице? Нет, ее в хирургию отвезли. Оперировать будут. Доигралась. Первую лекцию знаете, как вы читать? Ну, Савин, конечно. Ага, Земцов. Ну, потом проводили бурными аплодисментами Бондарева, назначили нового заведующего женской консультации. Кого? Ну, кого? Мои поздравления, коллега. Благодарю. Но, если честно, мне это совсем не нужно. Это лишняя писанина. Если бы вы видели, с каким лицом Филатова это огласила. Как вам, кстати, стиль нашего нового руководства, Максим Викторович? Ну что вы спрашиваете, вы видели? Отчитала как мальчик. Ну раз куда это годится? Сегодня это буквально всех коснулось, причем на ровном месте. Это ей Лаврия Савчук покоя не дают. Строит из себя. Нет, ну, Екатерина Сергеевна, она хоть по существу критиковала, а это… Это жалкое подобие. Вид все время делает. Здравствуйте. Вот. Платон Ильич, почему вы увезли пациентку в операционную без моего ведома? Времени на разговоры не было. Причина кровотечения известна? Эрозия, язва? Похоже на токсическое поражение печени. Или кровотечение варикозно расширенных вен пищевода. Заканчиваем. Оп. Операция закончена. Выводите из наркоза. Так, делаем нациты. Биохимию крови, печеночные пробы, анализ на гепатит. Выясните, что с ребенком. И, пожалуйста, в следующий раз поставьте меня в известность. Поставлен. Это что, есть та самая новая заведующая? Ага, та самая. Да? Филатова Елизавета Юрьевна? Да, вы. Вера Алексеевна Соколовская, глава нового фонда «Дай ребенку шанс». Я поняла. Вам звонили по поводу моего визита. Цель нашего фонда – помощь больным и брошенным детям. Я знаю, у вас в больнице родители подписали отказ от мальчика, который родился одноруким. Совершенно верно. Наш фонд займется его судьбой. Возможно, не будем загадывать, возможно, наши волонтеры найдут ему родителей. Но что нужно сейчас? Что нужно ребенку? Памперсы, питание, одежда. В дальнейшем
Конечно, если ваш фонд в состоянии, понадобится протезирование. Вера... Алексеевна, я думаю, фонд сможет найти хирургов и оплатить протезирование. Чудесно. Я могу увидеть ребенка? Да, но вы понимаете, вам по этому поводу лучше поговорить с заведующей родильным отделением Мариной Савиной. Я немножко занята. Хорошо. Не буду вас больше задерживать. Да. Приятно было познакомиться. До свидания. Всего доброго. А вы имя придумали? Нет, еще нет. Надо как-то так по-военному. Здравствуйте, папочка. Здравствуйте. Виточка, это вам? Как приятно, спасибо. Олечка, это тоже вам? Спасибо. Оленька, спасибо. Спасибо. Головушку. Такой крохотный. Ничего, он еще генералом станет, как наш дед. Ты не знаешь, где папа? Он пошел Елизавету Юрьевну поблагодарить. Мы не опоздаем? Вы можете позвать его на самолет скоро? Уна момента. Двенка, держи. Но это не тебе. Лиза, я прошу тебя. Надо бросать все и ехать со мной. Как у тебя все просто. Шашки наголовье вперед. Я не шучу. У меня скоро отставка. Оля живет с мужем, теперь еще и с внуком. Я остался один. Да дело не в одиночестве. Я люблю тебя. Люблю и не хочу с тобой расставаться. Я привыкла к одиночеству. Я справляюсь. Зато я уверена, что никто не предаст. Но у меня Валерий, в конце концов. И при чем здесь Валерий? Она будет жить с нами. Это не обсуждается. Все, я так не могу. Мне надо подумать. Господи, я тебя очень прошу, подумай, пожалуйста. Елизавета Юрьевна, извините, там Николая Тимофеевича заждались. У вас самолет скоро. Скажите 2 минуты. Я поняла. Неужели ты сама не понимаешь, что это судьба? Не могли мы так просто с Олей сойти в этом городе с поезда. Не могли. Спасибо вам большое, спасибо. Спасибо. О, извините, я не вовремя. Нет, ничего, мы уже закончили. Всего доброго. Да. Всего доброго. Заходите. Благодарю. А кто это? Это Соколовская. Очень важный человек, с которым стоит поддерживать хорошие отношения. Ясно. Боже мой, Марина Станиславовна, а что вы сделали с кабинетом? Тут же буквально все преобразилось. Вы знаете, что вы волшебница? Я старалась. Казенная атмосфера наводит тоску. Хотите кофе? Благодарю, но должен бежать. Новое назначение, дел по горло. Хотя с таким удовольствием. Посидел с вами и поболтал. У меня к вам есть очень интересное предложение. Тревожное начало. Ну, вы и сами, наверное, знаете, что вы прекрасный доктор, высококвалифицированный специалист и… Марина Станиславовна, я не знаю, что вы мне хотите предложить, но я уже согласен. Правда? Да. Я хочу предложить вам провести несколько лекций в нашей школе молодых мам. Тем более, что вы уже согласились. В школе? Встречное предложение. Так. А может быть, мы обсудим содержание этих лекций в свободное от работы время и в неформальной обстановке? Непременно. Вы спешили? Да. Да. Всего доброго. Всего доброго. Заходите. Непременно. Держись, малыш. Я тебе помогу. Я обязательно тебе помогу. Рука.
Главное, чтобы было сердце. Вас кто сюда пустил? Посторонним сюда нельзя. Я не посторонний. А кто? Спросите об этом вашу заведующую. И лучше сразу Филатову. Они вам быстро объяснят, кто такая Соколовская. Еще есть вопрос? Нет. Какой же ты маленький. Найду тебе хороших родителей. Что со мной? Выясняем. Есть подозрение на токсическое поражение печени. И я хочу понять, что к этому привело. Где ваша карточка? В столице осталось. Понятно. Где наблюдались? У профессора Орлова. Слышали о таком? Слышал? Зато там сервис. Все на тобой трясутся, ангелами летают. Там бы и рожали. Вы что, меня не узнаете? Я Настя Калиновская. Очень приятно. Не узнаю. Вы что, телевизор совсем не смотрите? Журналы не читаете, да? Нет? Мне нельзя рожать в столице. Я и так от папарацци убегал. Бегуни, что ли? Слишком быстро бегаете, что прибежали к нам с кровавой рвотой. Вы можете повежливее? Для меня вы пациентка в тяжелом состоянии. И я задам вам еще пару вопросов и уйду. Давайте вы сейчас уйдете, а? Я себя плохо чувствую, у меня зуб болит. Отдыхайте. Да, не позавидуешь нашей столичной знаменитости. Судя по анализам, у нее развивается печеночная недостаточность. Вы согласны со мной, доктор Дубенко? Да, да. Только я Дыбенко. Но вы, чтобы не путаться, можете назвать меня просто Андрей. Простите, Андрей. Ну что же к этой дистрофии привело? Вирус. Не похоже. А вот, коллега, взгляните. Болезнь понятна, причины нет. Не понимаю, это Калиновская. Она же публичная особа. Говорит, что в столице наблюдалась в клинике Орлова. Как они эту проблему не заметили? Причина в зубе. В зубе? Калиновская долгое время сидела на легких обезболивающих. Потом еще и антибиотик добавила. Судя по анализу рвотной массы, тетрациклин. У нее сейчас зуб болит. Вот вам и ответ. Зуб разболелся, а к стоматологу идти боится. Добрый день. Вера Алексеевна? Была у этого мальчика, отказника. Так. У медсестры возникли вопросы. Я хотела бы вас попросить, чтобы впредь они не возникали. Конечно, конечно. Простите, что вмешиваюсь. Эта девушка Настя, она с детства боялась стоматологов. А вы знаете Калиновскую? Тетю ее знаю. До свидания. До свидания. Причину искать можно долго. Следствие понятно. Калиновскую нужно немедленно разрешать. Вы считаете, после этого ее состояние улучшится? Вероятность низкая, но попробовать стоит. Ну что ж, доктор Дыбенко, распорядитесь, чтобы готовили операционную. И спасибо, что поставили в известность. Пожалуйста. Извините, коллеги, а к вам можно? Андрюш, конечно. Только что с операции. Вот сказал бы мне кто-то, что я у самой Насти Калиновской буду роды принимать. Настя Калиновская. Ой, что она вообще делает в нашем городе? Не пойму. Здравствуйте. Она же от прессы прячется. Мне санитарки рассказывали. Ее, когда в приемной на каталке привезли, лежит, умирает, но кричит. Прессу не пускайте, папарацци не пускайте, живот не режьте. Кино. Правильно, зачем ей шрамы? Со шрама в бикини не поснимаешься. Я тоже видел эту фотосессию. Хорошо. Тоже хорошо. Ты меня, Дыбенко, еще в купальнике не видел. Кто придумал, что она модель? Боже мой, да какая она модель?
Помню, когда-то работала на телевидении, какое-то реалити-шоу вела. Это было давным-давно. Сейчас она уже певица. Слушай, сейчас каждая вторая такая певица. Обыкновенная тусовщица, которая на закрытых вечеринках богатых папиков снимает. А это зачем? О, привет. Это для детоксикации. У тебя с печенью проблемы. Зато с дочкой твоей все в порядке. Она, правда, недоношенная, но вы не волнуйтесь. Мы не таких выхаживали. И Что и? тебе препаратов надо больше, чем у нас в больнице. Вернее, вам. Это что? Получается, что я умру, да? Да типун вам на язык. Настя, ну что вы такое говорите? Там лекарства всего ничего. Надо, ну, в среднем в день 100 евро. Значит, я точно умру. У меня нет денег. Ну, Вера Алексеевна, вы даете. Так быстро найти приемную семью для ребенка-инвалида. Эта семья хочет, чтобы я была крестной мамой мальчика. Конечно. А кто, кроме вас? Вы же каждый день к нему приходите. И буду приходить, пока малыш здесь. Это же задача нашего фонда – дать ребенку шанс. Вот у меня есть к вам один вопрос, как раз по поводу фонда. У нас в больнице лежит девушка в очень тяжелом состоянии. Вы, наверное, слышали. Это такая публичная персона Настя Калиновская. Слышала. У нее сильнейшая интоксикация. Ребенка мы спасли, но ей для выздоровления нужны препараты для детоксикации организма. У больницы их в необходимом объеме нету. Может быть, ваш фонд может как-нибудь поспособствовать? К сожалению, нет. Фонд у нас детский, а ваша пациентка уже не ребенок. Ну, да. Как это нет денег? Я думала, для вас 100 евро – это как для меня талончик на трамвай. Вот у таких знаменитых деньги есть только, когда есть спонсор. А, так вы позвоните папаше вашей дочки. Вот пусть заодно приедет в больницу, посмотрит, да и вам поможет. Это невозможно. Почему? Он слишком известный политик. Я аборт не делала, думала, что он жену бросит, а он только денег дал, и все. Козел. Извините. Так значит, получается, деньги все-таки есть? Нету. Они были, но всплыли. На квартиру в столице, на обследование, на взятку Орлова, чтоб язык за зубами держал, на наряды. На наряды? Да, на наряды. Я ж не могла ходить на вечеринки в прошлогодних коллекциях. А, ну да. А светиться надо, чтоб не забывали. Ну ладно, бог с ним, с папашей. Друзья-то у вас есть? Друзья рядом, только когда ты лицом в телевизоре светишь. А вот если я сейчас им позвоню, они не денег, они сюда всю желтую прессу пришлют. Ну, родственники, я не знаю, мамы, бабушки, тети. Тетя Тома. Она ж пенсионерка. Нет у нее ничего. Понятно. А мама? Ну? Маме я звонить не буду. Почему? Она от меня отказалась, когда я в столицу сбежала. Я очень сочувствую этой Насте, но просто не могу, не имею права взять деньги из фонда. Я понимаю. При всем желании ничем не могу помочь. Извините. Ничего. До свидания. Конечно. Ты где? Очень хорошо, что в больнице. Нужно поговорить. Спускайся в кафе. И прекрати реветь, Тома. Ну что, всем добрый день. Я прошу прощения за временные неудобства. У нас подрядчики затягивают с ремонтом. Но занятия в школе молодых мам уже можем проводить, поэтому официально мы можем считать школу открытой. Сегодня первую лекцию для вас прочтет ординатор родильного отделения доктор Земцов. Мы хотели бы поговорить с вами о профилактике. Дело в том, что в последнее время количество факторов риска во время беременности просто зашкаливает. Вот Платон Ильич как раз расскажет вам о том, как этих факторов можно избежать.
Итак, о профилактике. Что, уже начал? Я только вышел. У меня был друг, тоже врач. Ему нужны были деньги, и однажды он уехал в Африку на заработки. Хотел на квартиру заработать, на счастливую жизнь с любимой женщиной. И как-то во время песчаной бури он попал в серьезную аварию, после которой ему пришлось ампутировать ногу. Когда об этом узнала его жена, она ушла к другому. А в письме ему написала, что ей коллега не нужен, что она еще очень молода, у нее вся жизнь впереди. Извините. Извините. Ну, как лекция? Тома, я никогда не спрашивала. Дом родительский, он же наш, общий. Ну да, по завещанию, да. Половина твоя. Ты можешь продать мою половину прямо сегодня? Могу. Сегодня? Сегодня. Знаю, что за него много не дадут, но деньги нужны срочно. Хорошо, хорошо. А ты? А я к ней поднимусь. А тебя не пустят. Я с самого утра не могу туда прорваться. Пустят. Меня везде пустят. А ты займись, пожалуйста, домом. Хорошо. Да. Том, ты прости меня за все, Том. Потом кто-то эту историю выложил в интернет. И большинство женщин жену моего друга, бывшую жену, поддержало. Мол, правильно, молодец. Зачем страдать с калекой? О ребенке надо думать. А этот ребенок сейчас называет отцом чужого человека. И даже не подозревает, что он растет во лжи. Ну, не все же такие. Не все, конечно. Ну, как лекция? Мне нравится. Мам. Ну что? Доигралась? А я ведь предупреждала. Ну, ты хоть сейчас не начинай. До чего ты докатилась, Настя? Я так хотела сделать из тебя нормального человека. Нормально? Это кого, мам? 10-го лебедя на подтанцовке, да? Да и ненавидела эту балетную школу, мам. Или, может быть, репетитора английского языка, да? Знание языков – это очень важно. Может быть, музыкального учителя, мам? Ну зачем я ходила в эту музыкальную студию? Это дисциплинирует. Я человека хотела из тебя сделать. А не светскую львицу без профессии. Мама, вот ты когда-нибудь думала, почему я от тебя уехала? Да меня просто достал твой контроль. Вот все должно быть правильно. Ты как была комсомольским работником, так им и осталась. Туда не ходи, с этими не гуляй, с тем не встречайся. Да я просто сбежала от твоих нравоучений. Сбежала. Собственной свадьбы сбежала. Меня, покойного отца, всех опозорила. А Павлик, какой мальчик. Мам, мне не нужен был этот Павлик. По профсоюзной линии очень хорошо пошел сейчас. Перспективный, я сразу это увидела. А вот куда? Он далеко зашел со своими перспективами? Он дальше Турции и Болгарии вообще ездит? Мамочка, я за эти 5 лет всю Европу объездила. В Нью-Йорке была, на Гоа отдыхала. Ну и что я сейчас подыхаю? Вот я как знала, что жить нужно здесь и сейчас. Вот так, как хочешь, а не так, как мама сказала. Хорошо, живи. Здесь и сейчас. Живи. Живи. Так вот, стоит задуматься над тем, почему у нас в отделении патологии беременности нет мест.
Зацепила. В чем причина? Одна курила, вторая пила, третья аборт сделала до свадьбы. А потом вы спрашиваете, почему это случилось именно со мной? Доктор, ну вы должны рассказать про профилактику. А я о чем? У меня все. Извините. Наш ординатор, доктор Земцов, неординарный, как вы поняли, ординатор. Но я думаю, что общую суть лекции вы уловили. Профилактику беременности каждая женщина должна начинать с себя. Ну вот, собственно, приходите к нам на лекции. Всем хорошего самочувствия. Все, на сегодня все. Что вы сидите? Идите в палату. Ну чего вы сидите? Давайте. Идите, осторожно. Как у вас сегодня? Тянуло? Все, мам, на B6 еще пьем? Захожу я утром к Филатовой. Принесла я там бумажки на списанные медикаменты. Она говорит: Вита Игоревна, подождите, а сейчас звоните поставщикам и заказывайте медикаменты для Калиновской. Я уже нужные бумаги подписала и подготовила. А на какие деньги? Я ее тоже об этом спросила. Она мне говорит, что сегодня утром Здравствуйте. Приходил какой-то мужчина и принес конверт с деньгами. Понял? А твой Земцов говорит, что не бывает на свете порядочных людей. Ну, это она женщина говорила. Чья б корова мычала? Так я не понял, кто это был? Это отец ребенка? Да нет. Ну, вернее, никто не знает. Но Филатова говорит, что мужчина, который приносил деньги, это просто мужчина. А спонсор изъявил желание остаться неизвестным. Так что звоните, Вита Игоревна, и заказывайте медикаменты для Калиновской. Ну что, спасем нашу звезду? Пусть дальше бикини снимается. Жениться вам надо, барин. Дыбенко, у тебя вот одно на уме, да? Ты в ординаторскую? Нет, к себе. Понятно. Ну давай, удачи. Ромео-узист. Ну как вы? Плохо. Будто асфальтоукладчиком переехали. Не волнуйтесь. Все будет хорошо. Цирроз печени. Капельницы, они замедлят интоксикацию. Вот именно, что замедлит, но не остановит. Нужна срочная пересадка печени. Но у нас в больнице таких операций не делают. Я в курсе, коллега. Операционную бригаду. Операционную готовьте. Реанимационная бригада в кабинете. Быстро. Пересадка печени. А может, вы ошиблись? Тамарочка Алексеевна, ошибка исключена. Времени мало. Сколько? 72 часа в лучшем случае, но это время есть. Ближайший центр трансплантологии находится в соседней области. Ситуация тяжелая, но не безысходная. А это очень дорого. Недешево, но главная проблема не в этом, а в доноре. Хотя с печенью ситуация получше. Можно сделать пересадку левой доли от живого донора. Ой, так берите у меня печень. Я согласна. Вы не можете быть донором. Но почему? Я же родственник, я же тетя. Возраст. Вам не перенести общий наркоз. Я перенесу. Ну, пожалуйста. Никогда нельзя опускать руки. Сначала сделаем экспресс-анализы, а потом решим. Ну. Анализы готовы, Лев Борисович? Да, Мария Станиславовна, сделал, только вот печеночные пробы никуда не годятся. И тетя этой девочки донором быть не может. Ясно. Кардиограмма тоже не очень. Земцов. Что Земцов? Он это сразу сказал, без анализов. Удивительно. Молчит, молчит, а потом как скажет. Ну да, он странный. Но доктор хороший, ничего не попишешь. В нашей клинике много хороших врачей, доктор Квитко. Вот вы, например. Да. Облздрав проверил все. Подходящего донора для вашей Калиновской просто нет.
Нет, ну я не знаю, может быть, в соседней области. Я уже туда звонила, отправила все анализы в центр трансплантологии. Там тоже нет донора. Ну, я скажу больше. Калиновскую в этот центр еще доставить надо, она в коме. А реанимобиль в облздраве занят. Да надо будет, я военный вертолет достану, был бы донор. Добрый день. Здрасте. Я готова быть донором Насти Калиновской. Вера Алексеевна, ну, все не так просто. Нужно учитывать разные показатели. Ваша печень может просто не подойти. Подойдет. У нас одна группа крови. Я ее мать. Уснула? Положи. Ой. Какое счастье, что все обошлось, Настенька. Я, когда тебя не было, каждый день сюда приходила, за доченькой ухаживала. Видишь, какая она у тебя? Поправилась. И ты выжила. Чё это? Ну, не причитай, ладно? Ну, все ж хорошо, все обошлось. Настенька, это мама тебя спасла. Я знаю, мне врачи сказали. Ну, прости ты ее. И она тебя простит. Она не простит. Помнишь, когда денег на капельницу не хватило? Это она деньги достала и передала. И операцию на тебя оплатила. Это прямо мать-героиня, да? Ты думаешь, ей внучку на руках подержать не хочется? Тебя увидеть. Ну, позвони ей, Настя, позвони. Что вы мне обе такие упертые? Ну что, последние формальности улажены. Передайте приемным родителям, что уже завтра они могут забрать нашего отказника. Они так волнуются. Звонят по нескольку раз в день. А наш фонд уже нашел хирурга. Обещали сделать протез руки. Вы что? Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо огромное вам за все. И вам спасибо. Мне пора. Скажите, может быть, вы хотите увидеть дочь? Завтра Настя выписывается. Нет. Она не хочет. До свидания. Ну как вы? Нормально. Красивая у вас девочка. И как зовут это чудо? Машенькой. На меня похоже? К вам мама приходила? Нет. Ну а вы ей звонили? Тоже нет. И я не могу. Мне стыдно. Ну, у вас же завтра выписка. Куда вы пойдете? К тете Томе. Она примет. А жить вы будете за что? За ее пенсию? Вам же еще полгода нужно после пересадки печени наблюдаться у врачей, принимать медикаменты, а это не 2 копейки стоит. Я что-нибудь придумаю. Народ, у нас ЧП. Что случилось? Калиновская пропала. Вот, оставила записку, дочку. Кошмар какой-то. Я, конечно, не психиатр, но, по-моему, ей эти папарацци уже везде мерещатся. Разве можно так из-за одного звонка газетчика взять, ребенка бросить, в столицу умотать? Что скажете, Платон Ильич? А я не удивлен. Дыбенко, ну ты мне скажи. Этот Земцов, он что, вообще чурбан бесчувственный, а?
написала, что газетчики пронюхали. Звонили. В роддом хотели прийти. Кто бы их сюда пустил? А еще написала, чтобы я за Машенькой присмотрела. А она в столице прорвется и ее заберет. Вы девочку мне отдадите? Если бы она нормально выписалась. Теперь придется оформлять опекунство. И опекунский совет вам может Машеньку не отдать. Почему? Я же родня. Она меня просила. Да, но вы пенсионерка. Зарабатываете немного. Для нашей больницы это тоже ЧП. Вера Алексеевна, Настя передает вам спасибо и просит ее простить. Сейчас не о спасибо надо думать, а о Машеньке. И я все решила. Я сама оформлю опекунство. Пусть попробуют эти службы только что-нибудь сказать насчет возраста или достатка. И, Тамара, прекрати, наконец, плакать. Никто у нас нашу девочку не отберет. Вера Алексеевна, что вы плачете? Тут радоваться надо. Посмотрите, какая у вас дочка красивая, внучка. Спасибо вам. Спасибо вам всем большое. Платон Ильич, дорогой, вы нам внучку спасли и дочку. Я во многом была не права с Настей. Давила на нее. Но теперь все будет по-другому, вот увидите. Я буду самой лучшей бабушкой на свете. В балетную школу Машеньку отдам обязательно. Девочке очень нужна осанка. На музыку обязательно. На английский, знание языков, это же так важно. Ну да. Ты вырастешь настоящим человеком. Я тебе обещаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего До свидания. доброго. Всего Растите доброго. здоровы. Спасибо. Томка, да перестань ты реветь. Мы еще покажем Пуськину мать. Платон Ильич, не уходите, пожалуйста. Пойдемте с нами. На 5 минут зайдите, пожалуйста, к Вите Игоревне. Пойдемте. Я кое-что хочу вам показать, вернее, угостить. Вы пробовали когда-нибудь мою рябинку на коньячке? Видите, у нас есть традиция.